За полдня я посетил, пожалуй, самый маленький укрепрайон финской оборонительной линии Энкеля, укрепрайон Лепесо или в бывшем Эврепя. Раньше он назывался Эврепя по названию железнодорожной станции. У нее было название целой волости Эврепя. И ранее, вообще до 1917 года, она называлась вообще Голицыно. Потом уже переименовали сначала в Эврепя, а потом уже в Лепесо, Хлебное болото. Этот укрепрайон самый маленький из таких известных, ну, да, точнее, он неизвестный. Меньше него только, наверное, укрепрайоны какие-то линии Т, тыловой линии, которая также примыкала к линии Маннергейма, к линии Энкеля. Подробно можно почитать о его строительстве в книге Евгения Балашова про линию Энкеля и таким образом понять, что вот он строился, этот укрепрайон в 20-х годах, были там старые довольно-таки доты, то есть к началу Зимней войны уже устаревшие. Там было два дота-миллионника, Ле-6, Ле-7, которые, грубо говоря, попсовые. Вот, ну, о них много знают, питерских туристов, вот походы к ним вводят. Но я вот поэтому и решил записать видео, потому что я в нем показываю не только их, а именно неизвестные доты, которые практически до меня, по-моему, никто даже не публиковал в интернете. Не то, что видео не записывал. Это прежде всего дот Ле-5, Ле-2, Ле-1. Вот от них мало что осталось, но тем не менее груда развалин — это тоже объект, который интересно запечатлеть на местности и нанести его как бы на карту, чтобы люди о нем знали. Вот. Еще были доты Ле-3, Ле-4, которые находились прямо вплотную к ЖД-полотну, в 2 метрах от железки. И сейчас, если вы едете из Питера или из Выборга в город из города, их можно видеть из окна электрички даже. Прямо они находятся вплотную к путям практически и сохранились довольно-таки хорошо. Вот. Я вот по финской карте можно ориентироваться. Я дошел от Лейпесо до хутора Ратаварт по железнодорожным путям. Оказывается, Ратаварт переводится как станционный смотритель, служащий, то есть здесь был домик железнодорожника. И дальше я ушел в лес. Вот на современных открытых картах можно также посмотреть эти объекты. Вот посетил здесь интересный опорный пункт. Доты. Вот доты, которые вплотную к железной дороге. И потом перелез через ЖД. Пришел к еще одному доту здесь спрятанному. Вот он. И потом пошел уже к озерам. У озер этих название Тасион Ламмет переводится как озеро в форме следа или в форме лапы. Как-то так переводится. Название интересное. Действительно, по форме можно предположить, смотря на них, что здесь форма лапы. И вот это вот Кангас, имени этих озер, названа возвышенность, то есть здесь прихороший сосновый лес. Интересно, что если включить старую советскую карту этих мест, то здесь вот обозначались развалины, то есть эти доты также здесь обозначали. Ну, не доты, а просто развалины, то, что осталось от них. Вот, а эти доты, как можно прочитать из книги, были взорваны 11 февраля, захвачены с боем. Вот, и интересно посмотреть на сектор их прострела, что они простреливали. Ну, вот так вот. Итак, пришел я к хутору Ратаварт. И пока единственное, что мне удалось найти, это вон там вот интересные кирпичи сломанные. И на месте дальнего дома какие-то здесь такие груды. То ли траншеи, то ли что. Написано, ну это некоторый коп металлистов, вот, копателей. Написано то, что за этот хутор велись бои. Видимо, в стратегическом местоположении был. Ну и вот как бы вот здесь был дом. А сейчас здесь просто какая-то спаханная возвышенность. Вот так вот.
Начинается хороший лес вон там вот. А я сейчас пойду покажу кирпичи. Мне не показались интересными, я до этого таких не помню, чтобы видел. Хочется себе все-таки найти, как-нибудь взять в коллекцию кирпич Сальвико целый. Вот. Здесь какие-то такие с интересными надписями. И без надписей. А ну и вот и... Нет, это не Сальвико. И вот здесь, кстати, вот воронка какая-то или блиндаж, окоп финский или советский. Вот здесь оказалась приемлемого качества дорога финская, которой нет на OpenStreetMap. Пойду сейчас вот там вот к дальнему дому, к ближнему точнее, который у ЖДшки. Посмотрю, осталось ли там что от него. Видно, что совсем свежий коп. Копатели ходят по легкодоступным хуторам и продолжают копать. Странно, но ближайший к железной дороге дом, даже несколько фундаментов хорошо сохранились. Сейчас посмотрим. Вот это вот интересная куча загадочная. Вот два фундамента. Вот там первый, а там второй. Смотрим на кирпичи. Нет, ничего не написано. А там в той куче прошлой все-таки, когда перевернул один кирпич, там было... Ну, он был разломанный, но там клеймо Саввико старое наполовину было. Видно. Так, ну вот. Один фундамент хутора Ратавард. Рядом с забором. Вот такой вот дом был. Кирпичи, кстати, опять-таки. Без надписей. Здесь ступени, видимо, были. Прихожая. Господи, сколько муравьев. Фу-фу-фу. О, дырка в заборе как раз. Так, второй небольшой фундамент. О, и вот туда дорога идет финская вдоль. Возможно, по ней сейчас пойду до дота. Это какая-то пристройка. То ли погреб, то ли баня, сарай. Ну, в принципе, все. Здесь уже мусор современный. Я подошел к доту Ле-3, Лейписа 3. Такая здесь красота. И он прямо уже для железной дороги. Поэтому, кто пойдет от хутора, лучше сразу идите через калитку и вдоль ЖД.
ну, через дырку в заборе от хутора и вдоль ЖД. Итак, подхожу к доту. Этот укрепрайон еще имеет название Эврипя. Вот. Потому что здесь волость Эврипя была. Эврипя. И вот так вот. Взорванный дот. Но, кстати, внутрь можно запихнуть камеру. Залезать, думаю, туда не надо. Чего там такого нет. Хотя я просунул фонарик. Из дота так пахнуло свежестью, температурой прохладной. Так хорошо, когда на улице жара, а здесь так. Ну вот, внутри здесь просто песок. И скоро завал уже, в принципе, и все. Вот так вот. А вот как дот выглядит с другой стороны. С северной стороны. Вот. Ну, руины, но интересно. Сейчас я засниму электричку, которая едет в город из Выборга. Так, за компанию. С красивого вида. Хотя она и новая, я новые электрички не снимаю, но можно это ради исключения. Но там виднеется другой дот, я сейчас к нему пойду. Дот Лей 4. Лей 504. Какие-то фанатики написали 1940, по-моему, 5-й год. Даже не знаю, видимо, что он относится к Зимней войне, дот. Фанатики. Так. Ну вот. Все, что осталось. А вот с другой его стороны интересный фрагмент рельс. Не рельс, а арматуры для строительства, балки для строительства. Может даже, кстати, прямое попадание было вот сюда. Можно почитать в интернете его историю. Я пошел к другим дотам. Дальше находится. Пришел я к жалким остаткам дота Ли 2. Ли 2, Лейписа 2. Вот остатки арматуры. Внизу всякие, очень много ям заплывших. Блиндажи это или воронки. Вот, и вот здесь вот такое вот возвышение. Я сначала принял, там еще одно возвышение есть, его за место дота, но там были валуны от природы, от ледника. Вот. Типичные валуны Карельского перешейка. А здесь я увидел кусок арматуры. И все-таки место, видимо, здесь. Но кроме арматуры я сейчас не вижу ничего такого подтверждающего. Сейчас пойду в те дебри. Если ничего не найду, значит не найду. Я все-таки ничего не нашел, кроме этой арматуры. Вот. От дота Ли 2. Но на выходе из леса меня приятный сюрприз ждал. Вот это вот кусок наверняка какого-то военного железа. Да. Видно, что был взорван такой. Вот это вот взорвано.
Такая вот хрень. Ну, там же железная дорога. Так, вот я пришел еще к одному доту. Я от предполагаемого дота Ле-2, точнее, ну, вот этой глыбы рельсовой пошел к доту Ле-1. И между на карте дотами Ле-2 и Ле-1 я вижу вот этот дот. Мне предстоит разобраться, какой это дот. Я склоняюсь, что это, наверное, все-таки второй дот. Ле-2. Вот это он. Все взорвано. Вот. Потому что до Ле-1 по карте еще метров 70. Пойду посмотрю, изведаю, есть там что или нет. А так, пока что вот дот. Я его все-таки нашел. Снег тает. Так прикольно капает. Торчит арматура. На нее сейчас наступил ненароком. Ну и вот такой вот дот. Одни развалины. Наткнулся я на финские окопы или траншеи. Вот они очень хорошо видны. Там поезд едет. Ну и вот, в общем-то, кстати, все-таки верно. Значит, тот был дот Ле-2, а это, по-моему, остатки от дота Ле-1 уже. Не характерная для перешейка глыбы, значит, это арматура от дота, да. Вот она. Интересное такое место рядом с предполагаемым дотом Ле-1. Вот это вот, мне кажется, стрелковая ячейка, вот, которая была обита, обшита, грубо говоря, вот камнями. Потому что в этой местности уже начинаются камни, валуны, и вот ходы сообщения, траншеи. И как раз таки она смотрит туда, на юг, на Ленинград, чтобы здесь стрелять на наступающие части Красной Армии. Скорее всего, это и был финский стрелковый пункт для стрелка. Такая возвышенность, да. Куча ям. Ямы вот эти вот все загадочные, интересные. Да, точно какой-то опорный пункт был здесь. Так, ну обломков от дота я также и не вижу теперь. Кроме тех двух. Там огромнейший валун. Вот я сейчас пошел к этому валуну, и хорошо, что я не наступил, а просто задел колючку. Вот она. Колючая проволока. Нужно быть внимательным. Такая вот сопка, возвышенность с опорным пунктом. Ну вот, точно, еще одна стрелковая ячейка.
направлено также на юг. Ну и, в общем-то, вот эти окопы также тянутся. Конечно, неприятное такое местечко здесь. Энергетика плохая. Столько ребят здесь полегло, и финских, и русских. Вот. И они тянутся, ну я так понял, наверное, очень далеко. Вот туда. Там дальше уже в стороне от ЖД как бы дорога основная. И там уже обозначено на карте финские полевые укрепления, которые на Викимапе обозначены. Может быть, это и есть как бы просто продолжение вот этих вот укреплений. Вот. Характерные окопы. Камни. Удобно было за камнями обороняться. И вот также еще одна какая-то возвышенность с камнями. Смотрим, что здесь было. Так. А здесь? Здесь. Так, а не это ли все-таки дот Ли-1? Да, это он. Дот Ли-1. Наверное. Потому что как-то так не характерно. Какие-то стенки, как будто бы бетонный блиндаж был. Ходишь, как будто бы бетонный блиндаж. Ну вот, короче, я стою точно в каком-то интересном месте. Здесь вот стенки, как глыбы. Может быть, это дот Ли-1. Может быть, ну, какой-то блиндаж. Но с такими стенками. Не знаю. И вот я как раз в низине. Место такое стратегическое. А там как раз таки, где я был до этого и видел рельсу, то очень может быть, что как раз взорвали, и просто взорванное это все отлетело туда, когда взрывали. Вот так вот интересное место. А это вот змея греется. Я с той стороны хотел обойти эту лужу. Вот. Нос с носом, где с ней столкнулся, заорал на весь лес матом, и она не уползла. Ноль внимания. И вот почему-то сейчас только она зашевелилась. Как же я их ненавижу. Ужасные змеи, фу. Греется. Уж или гадюка? Наверное, гадюка. И вот даже сейчас, вот я говорю, она не уползает. Она не уползает. Это как такую заметить? Очень сложно, очень. Поэтому только с палкой в лес и все перед собой простукивать. Жуть. Вот рядом с железной дорогой. Иду к доту. Так, Ле-5, по-моему. Уже забыл от страха. Я вышел на старую финскую дорогу. Встречал уже здесь колючую проволоку. Вот. Опорный пункт. И сейчас пойду на возвышенность. Да, это дот Ле-5. Я нашел его. Такие же видны, кстати, блоки, вот как и на прошлом доте Ли-1. Так что это точно дот был Ли-1. Вот здесь. Вот. Ну, жалкие развалины.
Но, тем не менее, история. Вот он. Дот Ле-5. Лепесо 5. Вот. Рельса, арматура. Травка уже вовсю на нем распустилась. Так, это какой-то ход. Может быть, вход в дот был, кстати, да. Скорее всего, вход в дот. Тут даже снег сохранился. Вот так вот. Так, вот заваленный вход в дот. Место, где снег вот лежит. И вход заваленный. А здесь солнце очень тепло греет. Руку если поставить. Вот так вот. Совсем рядом здесь в 500 метрах садоводство. Я сейчас пойду. Пытаюсь пройти по заброшенной финской дороге. Я иду сейчас вдоль финских траншей и стрелковых позиций. Вот. Очень-очень много разветвленных ходов сообщения, окопов. Вот так вот. Иду вперед до дороги 400 метров до нее, а до садоводства ближе, но к садоводству я не пойду. Хотел по финской дороге, но все-таки она здесь теряется. Я ее очертания видел, но сейчас снова потерялась. Благо лес сейчас хороший, иду вдоль траншей тогда, вдоль них двигаюсь. Вот. Вот очень характерная стрелковая позиция. Направлена как раз таки в нужную сторону. На Красную Армию, на Ленинград, на юг. Вот. Вот еще одна. Очень их здесь много. Здесь наверняка лежат солдаты сейчас. По-моему, это... Да. Тяжеленный кусок. Осколок, наверное, какой-то. Так вот. Так, а тут что-то вроде дороги. Можно заметить, по-моему. По ходу движения я подошел к какому-то интересному месту. Более глубокое такое. Вот. Те же самые траншеи, но в глубокой-глубокой яме. Может быть, здесь был блиндаж какой. Все это также вот эти вот каких-то 500 метров от дота вдоль траншей к дороге. Думаю, здесь если покопать, то все-таки интересное можно найти даже сейчас, когда многое выкопано. А вот и, кстати, просека, по-моему, финская дорога, другая, обозначенная на карте. Вот финская дорога, выпрыгнул я на нее. Вот она шла, получается, параллельно укреплениям. Вот укрепление здесь. И вот дорога. Вот идет вдаль. А вот здесь я что-то заметил. Тоже какое-то укрепление. Пойду посмотрю.
Нет, те же самые ямы. Вот, кстати, яма такая, похожая на землянку. Да, вот и колючка. Вот она. Кстати, может, вот эта вот деревяшка подлинная даже. Линия Энкеля или Маннергейма. То же самое. Номер 2. Остановился в 2 шагах от змеи. Топнул, заорал. 0 внимания. Не слушайте байки о том, что змей отпугивает топтание и так далее. Это все фуфло. Их отпугивает только ваша безопасность и то, что вы смотрите под ноги. А из-за этого нужно, к сожалению, медленнее ходить. Вот, если смотреть под ноги. Я думал о змее, и тут на тебя, пожалуйста. Но это, по-моему, как же называется? Веретеница, по-моему, веретеница. Безногая ящерица. То есть это совсем не опасная. С виду она как змея, но это ящерица. По-моему, в классификации, если у нее нет зигзага. Зигзага же у нее нету. Хотя вот это какие-то пятна у нее непонятные. Фу, мерзость. Вот я топаю. 0 реакции, 0 эмоций. Это я вышел уже, финская дорога стала хорошей. Вот, и иду на основную дорогу. Но она живая. Она живая. Просто не реагирует. Можно вот мусор здесь от пришедшего поколения. Можно сказать, что весной они заторможены. После спячки. Но когда я летом, езжу по шоссе на велосипеде, и в 50 сантиметрах от шоссе здоровенная гадюка греется на солнце, когда там едут машины. Вот. И также осенью то же самое было. В лесу иду, стукаю, и она не уползает. Она не уползает. Это все говорит о том, что нужно быть предельно внимательными и осторожными. Очень-очень осторожными. Поэтому я и люблю ходить не в такую. Вот эта вот погода сейчас ужасная для посещения. Потому что солнце, температура высокая, плюс 12 где-то сейчас. Но, к сожалению, до этого были дожди. Вот, то есть либо ты идешь, либо ты вылавливаешь несколько дней, которые трудно выловить в году, недель и так далее. Вот, когда ты можешь и идешь в нормальную погоду, либо идешь в плохую погоду, как сейчас. И обязательно смотришь под ноги. Пока я иду к дотам Ле-6 и Ле-7, вижу такую красоту. Сосновый бор, идеальная равнина. И камни. Начинающиеся предместья Выборга. Вот такая интересная стояночка. Небольшая. Кстати, тут кто-то не так давно был, в принципе. Скорее всего. Интересно, кто же здесь был, копатели. Стоянка рядом с дотом Ле-6. Лейписо-6. Я здесь был первый раз в 2020 году. Вот. Тогда я посетил только эти 2 дота. Ле-6 и Ле-7. Укрепрайон Лейписо. Был поражен. Мне не понравились. Потому что хорошо сохранились. Сейчас посещаю их снова. Построен
весной 1937 года. Значит. Там дальше прохода нет, поэтому я не полезу. Но довольно-таки интересно. Такая красота. Как все хорошо веет прохладой. Как же хорошо после зноя здесь оказаться. Вот его продолжение. Там вход. Или это не продолжение? Нет, все-таки продолжение. Значит, он огромнейшим был. Да. Последний посещенный на сегодня дот Ле-7, Лейпесо-7. Находится рядом с дорогой. И что интересно, встречается опять-таки много вот таких валунов не обтесанных, то есть, ну, те, которые принес ледник. Я думал то, что так быть не может, вот, и то, что это, ну, от хуторов от каких-то или что, или просто сгребли валуны. Оказывается, они, значит, использовались для строительства дота, видимо. Что-то написано. Код с другой стороны дота, по-моему. Геокэшинг может быть здесь.
не пройти, песок. В общем-то, все. Интересно еще посмотреть на металлическую обшивку дота. Оказывается, вот эта обшивка металлическая. И вот еще с другой стороны. Вот вход сюда. Так, я заполз через снег. Вот подземный коридор. Здесь еще даже лед есть. Здорово, потому что иначе здесь была бы вода. Так, ну и здесь вот просто проход и ограниченный бетонной стеной. И спуск. Вот откуда я пришел. Вот спуск. Ну там завален он. Я вышел к замечательным озерам. Сейчас покажу вам опять встретившуюся уже третью змею. Это уже гадюка, кстати. И она пошатнулась, когда меня увидела. Вот здесь она была. Так что сейчас самая опасная... Ой, еще одна. Еще одна. Эту я не видел. Греются они вместе. Фу. Так вот. О, господи. Фу. Озера называются Тассионламмет. Вот. Очень красивые. Там какой-то тоже турист, рыбак на том берегу. Сейчас сюда нырнула лягушка. Вот они ныряют, у них брачный период сейчас. Какая красота. Тассионламмет. Или по-русски Подгорные озера. Подгорные. Потому что действительно под горами они. Вот. Хорошие здесь стоянки и мостки. А летом нужно обязательно сюда приехать покупаться. Я не знаю, есть ли сюда доступ с трассы Сартовала. Скорее всего, есть. Потому что там съезд на дорогу, на садоводство. Если есть, да, много народу будет. Ну, да ладно. Такая вот красота. Много стоянок хороших и пляжа. Ну все, я сейчас делаю пикник здесь. Поем и пойду на электричку. Такой получился поход. Видел 5 змей. Да уж. Грибники. Вот, это другое озеро. Тассионламмет. Написано озеро Жемчужное. Кто-то наклеил табличку сюда. Нацепил. Там уже очень слышна трасса Сартовала. Рядом она здесь. Но озера красивые. Вот и третье озеро. И такой перешейк между озерами. Красота. Похоже на озера в Семиозерье.